дело самих спасаемых. Арту прошел шагов 30, потом через улицу и налево. Опустив голову вниз, он немного насвистывал сквозь зубы. Несмотря на октябрь, среди прохожих встречались одетые бедно. Особенность очень старого района, который так и не стал престижным. Он, обыкновенный мужчина, шагнул в узкий проход полутемного подъезда дома 90. 3 этажа, 8 квартир, комнаты хозяйки и мастерские на первом этаже и в подвале. Услышав свое имя, Арту посмотрел на соседа. Он выслушал тоскливые жалобы крепыша ТК и, как обычно, удивился, почему тоска по родине до сих пор не дает ему покоя так мучительно. Последние годы тот стал бояться, что никогда не получится пробить грязный эфир и послать весточку туда, в другой край с приемником на нужных частотах. Эхо его голоса приглушал старый низкий дом. Даже из приоткрытой двери соседа почти не было слышно модной песенки «Я тебя бум-бум, бум-бум», которая не про драки. Если не считать отсутствие скандалов между жильцами, серо-зеленый дом был как у людей, не слишком холодно и подчинено то, что совсем нельзя не чинить. Пару раз в год соседи видели и пойманную крысу. Арту оперся на плохо состыкованные плиты стен в синеватом полумраке, поглазел на парочку на дороге, за пыльным окном лестницы. Он не стал думать о том, что придется сдерживаться и не стать их убийцей, и не потому, что отрекся от своего прошлого. Всего лишь расстояние было слишком большим, чтобы проверить, а он давно не встречал достаточно хороших эманаций и мыслительной активности, чтобы пересилило инопланетное начало его личности. Никто из прохожих не мог представить себе, что ему по земным меркам без малого 1000 лет. 500 из них прошли на земле, как у ТК и всех остальных жителей дома. Все это время каждый верил, что несмотря на крушение и почти полную потерю техники, у них получится вернуться домой. Все это время они давали понять землянам, что полюбить их не смогут, как это требует устав звездолетчиков цивилизации Ротета. Все это время они выживали. Секретарь Вамина, блондинка с тяжелой грудью, иногда занималась и целительством. Беспокоилась, что физические мутации их тел до подобных земным могут вызвать метафизический упадок. Сделать небольшую колонию слабеющей. Поэтому организацией фундамента жизни в неведомом мире занимался сейчас помощник капитана Саманан, длинноволосый с узким лицом, своими тонкими чертами иногда оказывающим благотворное воздействие на собеседников землян. Он всегда быстрее умел мысленно приготовиться к переезду в другую страну и любил человеческую привычку к рукопожатиям и похлопываниям по плечу. Исследовательская группа почти сразу вшила себе в ладонь анализаторы. Как без них узнать, чем не заразиться, и какой зверь сидит в голове претендента на сближение с тобой? Слишком малы дыры в пространстве, через которые можно послать скорую весточку тем, кто их ищет. Но с каким восторгом встретят их ученые лаборатории Тлата, когда узнают, что команда капитана Патека победила пространство и время. ТК бросил на Арту тяжелый взгляд, раздумывая, стоит спрашивать того об успехах или нет. После столетий неудач он знал, что каждый нашедший выход или ключик к нему расскажет о нем тотчас же. Парочка с улицы что-то обсудила. Жестикулируя, направилась в сторону открытой двери подъезда дома 90. ТК услышал их шаги. «Кто там еще? Патека же просил любые встречи устраивать в офисе, в кафе, гостинице, только не дома. Уже и в свою нору нельзя забиться спокойно. Стоит выйти в коридор, они готовы приставать с вопросами. Потом не останется места, которое они не замучают воспоминаниями о нашем приватном и личном жилище, в котором ничего интересного быть не может». Но интеллигентного сложения очкарик и его приятная, но некрасивая хрупкая блондинка знали, куда идут. И уже барабанили по двери магазина, который мог находиться на первом этаже. Молодой мужчина кричал: «Эй, свободные как птицы, работники! Я Миха из Парижа. Мы с вами заочно знакомы. Разумеется, взял годичный отпуск и устроился в гостинице. Но ведь разве можно там ждать неделю, пока с нами свяжется куратор? Первым делом я требовал гонорар, и нам его дали. Но ведь нельзя же больше не соприкасаться с научной группой, у которой почти нет заданий». Арту поправил куртку и подошел к ним. «Вы не должны были приходить сюда до особого распоряжения». «А какая разница? Я не особенно понимаю. Почему мне надо бродить по городу, если работа выполнена?
Если тут нет, конечно, каких-нибудь махинаций. Вы учились в Сорбонне. Верно. Так вот, хочу сказать выпускнику такого престижного университета, что кроме работы надо еще и немного узнать новый город, если приехали туда впервые. Повеселиться. Я сам долго ничего не понимал в науке, разобрался только после того, как отгулял свою молодость. Если работодатель для смеха придумал, как разорвать контракт, я буду настаивать на компенсации. Вы когда-нибудь кому-нибудь делали исследования из бескорыстных соображений? Очевидно, это шутка. Но я не понимаю, как можно нанять специалиста по квантовой химии, чтобы сделать исследования для каких-то больных, и почти не загружать его работой. Признаться, мне поручили подготовить для вас небольшой офис. Импровизировал Арту. Его никто не предупреждал о найме, но Потека говорил, что выписал из Парижа доноров, необходимых ротациям. Как оказалось, когда Арту подошел ближе, юный земной гений чувствовался как перспективная еда. Инопланетяне сумели принять вид, похожий на землян. Их вид – реакция на дождь, формы вежливости, радость от горячего пляжа. Но покинув родную планету, они не прихватили с собой достаточно пищи. Метаболизм 30 миллиардов гениальных жителей Рарета был достаточно сложным. Единственное, что сегодня могло дать живительные соки на Земле, с ее подпольной торговлей, умственная работа самых одаренных людей, кроме особо опасных. Инопланетяне давно облюбовали для своих делишек ученых, которые никому не нужны. Это было гораздо легче, чем гоняться за одними монахами и убегать от других в средние века в Европе. Тогда они только камнем рухнули на планету неискушенных в технике, как дети. Дурацкая поездка на день рождения ТК. Все, что они обещали, прося вернуть их на Ротет или хотя бы в обитаемую галактику, было никому не нужно. Никому. Как избавиться от улюлюкающих мальчишек, когда нельзя поймать ни одного воздушного такси? Чем перекусить, если из-за противной крови местных за тобой гоняются с осиновыми колами, даже если укушенным ты даешь здоровье и долголетие? Когда найдут пропавших? Они же соблюдали законы звездолетчиков своей цивилизации. Так, значит так. Нельзя, значит, никаких разговорчиков. А они? Можно подумать, что тотальная домашняя слежка не дала спасателям координаты окон в гиперпространстве, ведь они тогда не так мало выпили, чтобы суметь заблокировать весь контроль. Сейчас вкус от мыслей парочки пьянил Арту намного меньше. ТК тоже почувствовал их, как землянин чашечку ароматного кофе с пирожным, и уже со словами «мои дорогие» оттеснял гостей в мастерскую на первом этаже. Все правильно делал, но Арту постарался успокоить наблюдательную жертву. Поездка по лабораториям – сплошная беда. Конечно, не всегда получается нанять хорошего специалиста под тему, если уже есть помещение и приборы. Приходится снимать там, где время на дорогой технике законно расписано. Искать очень доброго по натуре человека и просить еще кое-что, что и вы бы хотели, будь у вас деньги. Значит, вы чувствуете себя сейчас слишком свободным от нагрузки? Мне шеф рассказывал, что нашел дитя с большими перспективами. Сверху уже спускалась Вамина, значит, положение спасено. Она умеет зарабатывать свой хлеб. И именно у нее можно обо всем расспросить, не принеся неприятностей инопланетянам. Сейчас она покрыла лицо мелкими морщинками, проводила Миху и Анну в лабораторию для своих, перемежая извинения за неудачную встречу сочувственными вздохами. Вы хорошо осведомлены об опытах на Большом адронном коллайдере? Нет. Ну хотя бы помните, как на первом опыте все кончилось благополучно. Они ответили что-то известное из прессы. Анализ крови из вены сдать надо обязательно. Без регулярных тестов не разрешат работать со сложными приборами. Мы делали анализы, но нам пока не говорили о результатах. Ах, не прощу себе, если прекрасный ученый останется в конце очереди на лабораторию из-за грязной пробирки в чужом месте. Разве так можно? Давайте-ка я возьму у вас дополнительную пробу, ведь я по-хорошему хочу. Теперь все станет очень доверчиво и благородно. Потом чашечка кофе с каплей жизни для землян из живительного экстракта. Вамина и дома на Ротете важный человек. Дочка продавца кикитов, что-то вроде земного мясника элитных гостиниц. В Париже такие бывают. А она поправляла там земную фигуру и пластику, конечно, инопланетными приборами. Подземлянок самых умных, по ее мнению. Город понимала.
Он стоил того, чтобы веселая компания после гулянки рухнула именно туда. Как же тяжело было вокруг во времена французской революции. Но и тогда просто спасла положение. ТК не притворялся, когда был суд над ним за то, что он укусил Д'Антона и Марата. Вамина спасла одного из трех от гибели. Угадайте кого? Тогда капитан забрал единственный анализатор будущего человека и исчез на месяц. А остальным что делать? ТК был в отчаянии, устал от работы, падал с ног от голода. Вот и решил себя наградить хотя бы ужином. Оба попались ему задолго до исторических событий, обычные прохожие в темноте. Ну скажите, как выживать, пока не приедут спасатели? Они обязательно должны найти группу, ведь та не нарушила устав звездолетчиков цивилизации Ротета. Как потом эти Марат и Д'Антон плохо распорядились своим полученным после укуса здоровьем. ТК, кажется, от расстройства навсегда останется пессимистом. Он и сейчас не вспоминает, как трогательно помогал преодолеть кризис их власти, интриговал с депутатами и болотом. Но нельзя же столько давить вкусненьких аборигенов без дрожи внутри, свойственной людям. Вамина была так воспитана, что Миха и Анна уже успокоились. Обсуждали квантовую физику, сложные теории. Арту до сих пор не мог понять, как можно натолкнуть человечество на мысль о постройке межгалактического транслятора, если устав звездолетчиков цивилизации Ротета строго запрещает именно это. Никаких технологий перелета потенциальным мигрантам, даже для спасения собственной жизни. Дикарей можно есть, убивать, грабить, обманывать. Но ни одному кандидату нельзя давать теорию и практику способов вернуться домой. Даже если ничего нет, чтобы вернуться. Арту глядел на Вамину, зная, что это невозможно, чтобы она с помощью команды капитана Потека случайными словами, глупыми вопросами и неуемным любопытством наталкивала землян на изобретение века и спасение для инопланетян. Невозможно, чтобы все они потом день за днем снова искали и нанимали перспективных студентов, юных гениев, которые потом будут работать на технологиях и развивать их, опираясь на случайные вопросы или фразы тех, у кого не случилось сделать карьеры. Но именно этим и занялись мелкие хулиганы с Ротета, когда поняли, что их могут не вернуть домой. Они начали что-то выдумывать, находить перспективных людей и нести вздор так, чтобы ни в коем случае не нарушить собственные законы. Спасатели цивилизации Ротета даже не знали, что делать. Они постоянно волновались из-за того, что каждая пьяная компания, которая потеряла семерых без связи с домом, пыталась обойти устав и на самом деле дать дикарям технологии межгалактических перелетов. Дать тайны и все. Они что, с каменными нервами? Неужели они не знают, что будущие мигранты разорвут планеты самых осведомленных о красивой жизни? Сопляки-мигранты с темным прошлым и неожиданными успехами в том, что нельзя делать. Невозможно. Вы знаете, как они умеют найти худшие способы жить. А чем отличаются высшие цивилизации? Они умеют не помогать дикарям стать милосерднее. Тайно, конечно. Не берут из вульгарных неучей кого-то ненадолго, чтобы его воображение признало святым нужные вещи. А свою добычу умело хранить и защищать. С ангельским терпением вкладывать душу в развитие и гуманизм. Но вот оппозиция цивилизации Ротета требует помощи дикарям, трудов и создания научных знаменитостей. Именно они нашли способ влияния с минимумом казенных вложений. В устав звездолетчиков ввели запрет на помощь. Спасателей придерживают, пока те не научат аборигенов послать весточку домой от пропавших без вести, а то и сделать им запчасти для починки корабля. Что ж, они власть, начальство спасателей. На Рарите даже и оппозиция, спасители Отечества. Не спасателям на них жаловаться, тем более, что пришла разнарядка забирать команду капитана Потека. День-два и эти букашки дома. Они сейчас приблизили своих к открытиям, так что после 2019 года земляне уже сумеют справляться со своими бедами. После стольких лет помощи они заживут сами. Подписывайтесь, пожалуйста, на канал, ставьте лайки, пишите добрые слова. Помогайте автору донатами, номер карты в информации о канале.